Немножко о проектировании и рисовании, когда все вокруг против вас. Но у вас есть мозг, есть чем писать, есть на чем делать проект. Или ваш скетч. На примере идеи проекта маленького сада в Германии. Расскажу под кофе, как это происходит на практике. Меня зовут Эдуард Кичигин. Бэкграунд у меня примерно вот такой. И мне нужно было показать фрагменты моей проектной идеи, ну и придумать эту проектную идею. Речь шла о садике и маленьком домике. Домик тут, то, как я начал думать садик тут, микроидея для вот этих структур вот, а тема видео вот. Нужно было придумать, как сделать забор и закрытым, и в то же время открытым. Вся эта структура на стадии первой идеи вот такая. И потом, когда я начал делать в 3D, я сразу впилился в трудоемкую историю. Но если, например, арочные структуры это просто, скамейки это просто, кадочные это просто, составить из стриженных симпатичную и фотореалистичную стену оказалось не так просто. На убогом анимационном уровне картинки типа Люмиана это сделать очень просто. Но от этого колхоза я давно стараюсь отказаться. Если делать нормальный фотореализм, то тут вопросики, вопросики, вопросики. Поэтому по уши варясь в теме трехмерного моделирования для ландшафта и архитектуры, я как опытный практик знаю, что скетч намного быстрее. Плюс в скетче есть обобщение. Ты можешь не показывать то, что ты еще не допроектировал. Если твой стиль нормальный, ну вот, например, как у меня, то условное описание проекта, как вот этот вот скетч, оно будет эстетичным, элегантным, простым, ясным, привлекательным, а не вызывать вопросики, что это за нелепая анимационная фигня при примитивной работе в 3D-редакторах, когда ты не убиваешься на 3D-процесс. Если ты убиваешься на 3D-процесс, то это ты к своей работе проектировщика прибавляешь еще работу 3D-дизайнера. Anyway, получается x2, x3, x5 трудозатрат при той же самой оплате. Да? Нет? Вот, почему я люблю скетч. Конечно, потом я делаю и 3D, но основные базовые проектные штуки намного быстрее, эффективнее и эстетичней. Гарантированно эстетичнее делать в хорошей скетчевой стилистике. Ноги моей рисовальной школы — это Италия. Поэтому требования эстетичности, они просто вбиты в структуру рисования. Вот эта идея забора, которая ограждает участок, и фрагментов вот этих стен. Тут кадочная структура, тут стриженные растения. Тут деревянная форма арки, стриженные растения приходят в деревянную форму арки. То же самое происходит вот здесь. Арка может быть прозрачной, то есть все видно насквозь, либо закрыта зеркалом. Если она закрыта зеркалом, то в таком маленьком пространстве она очень солидно, зрительно увеличивает пространство. Арочные структуры — это места для сидения. Человечки для самоштабности. Зеленые сегменты могут быть выше и ниже, создавая или регулярную композицию, или более свободную. И в них через определенное расстояние писаны простые арочные структуры на простом материале, создающие ритм. Вот эти структуры внутри, они увязаны с местами для сидения, микрофонтаном и также кадочными структурами, предназначенными для озеленения. В некоторых местах они могут переходить в амфитеатровую форму, вот, например, разрез с человечком, и, возможно, подниматься в павильонные структуры. Техника рисования очень простая, никакого намека на ровность, все корявенько, но симпатично. Человечки супер условные, кустики еще более условные, арочные формы гуляют, доработчики этому эскизу далеко, но в том-то и есть смысл. Если ты автор проекта, если ты рождаешь, придумываешь эти решения, то хорошо бы обсуждать и согласовывать не финальный вид, когда уже все сделано, а иметь возможность сделать такие зарисовки на лету и корректировать их с участниками процесса. Вот это то, что можно сделать сразу, быстро, хорошо. То, что можно объяснить и клиенту, и подрядчикам, и коллегам. И то, что в вашем скетчбуке остается как простой, ясный, симпатичный рисунок, как часть вашего портфолио. И так каждый день, так каждый проект. Это как быстро эти скетчбуки могут пухнуть, если у вас есть идеи, если вы не собираете их с Пинтереста. Делаю мудборд и предлагаю клиенту ассорти. Чтобы эта система работала хорошо, это моя техника скетчинга. Уроки по ней в описании к видео. Вот тут крутые плейлисты. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем хорошего дня и хорошей практики. Чао-чао и хорошего кофе.